I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. «6 января 1982 года в горнолыжном курортном городке Брэкенридже, штат Колорадо, исчезли две женщины – Бобби Джо Оберхольцер, 29 лет, и Аннет Шни, 21 год. Они никогда не были знакомы, но погибли от рук одного и того же человека. Рядом с их телами, которые были найдены с разницей в полгода, находились крайне странные улики. Бобби Джо Оберхольцер. Барбара Бобби Джо Оберхольцер родилась 25 декабря 1952 года в Рассене, штат Висконсин. Там она познакомилась со своим будущим мужем Джеффом. Через 25 лет пара поженилась и переехала в живописную горную местность Колорадо. Их дом располагался в Альме, крохотном городке неподалеку от Брэкенриджа, куда Джо каждый день ездила на работу автостопом. Она работала секретарем в одной из компаний по продаже недвижимости и в день исчезновения праздновала в пабе вместе с коллегами свое повышение, но, услышав предупреждение о приближающейся метели, начала собираться домой. В 6 вечера она позвонила мужу и сказала, что уже нашла попутку и скоро вернется. По словам Джеффа, после этого он уснул, смотря телевизор, а когда проснулся около полуночи, обнаружил, что Бобби все еще не было дома. Обеспокоенный мужчина связался с ее друзьями, но они понятия не имели, где находится Бобби. После этого супруг немедленно отправился в полицейское управление Брэкенриджа, чтобы подать заявление о пропаже человека, но ему отказали, поскольку прошло менее 24 часов. Джефф вернулся домой в Альму один. Примерно в 7:45 следующего утра ему позвонил хозяин местного ранчо, который нашел на своем участке документы Бобби Джо и ее бумажник. Джефф и несколько его друзей приехали, чтобы осмотреть территорию. На месте они нашли еще и рюкзак девушки, а также ее перчатки и салфетку, залитые кровью. В панике Джефф и его друзья начали прочесывать перевал Хузьер, маршрут, по которому Бобби каждый день добиралась на работу. Около 3 часов дня ее засыпанное снегом тело было найдено в сугробе, недалеко от шоссе, в 10 милях от Брэкенриджа. Рядом лежал большой латунный брелок для ключей, который Джефф сделал для жены, чтобы она могла использовать его для самообороны. Кроме того, приехавшими на место спасателями была обнаружена одна крайне странная деталь – носок оранжевого цвета, который никак не был связан с жертвой и, по всей видимости, вел напрямую к убийце. Это одна из тех загадочных вещей, которые вы подбираете на месте преступления и храните до тех пор, пока не узнаете, что это такое, сказал Джим Хартке, агент Бюро расследований Колорадо. По данным судмедэкспертизы, Бобби погибла от 2 пулевых ранений в голову, при этом на ее теле отсутствовали следы сексуального насилия. Джефф был убит своим горем, но его страдания не впечатлили полицейских, и он стал их главным подозреваемым. Однако дело получило неожиданный поворот, когда через полгода полиция обнаружила еще одно тело – Аннет Шни, пропавшей в тот же день, 6 января 1982 года. Аннет Шни – вторая жертва. 21-летняя Аннет переехала в Брэкенридж за год до трагических событий из Су-Сити, штат Айова. Она работала уборщицей в отеле, а по вечерам подрабатывала официанткой и, несмотря на все сложности, была очень довольна своей жизнью. Согласно официальным документам, 6 января 1982 года Аннет, как обычно, пришла на работу в отель Holiday Inn и, отработав свою смену, отправилась на прием к врачу в местный медицинский центр, а затем пошла в аптеку за лекарствами. Именно здесь, около 16:30, ее и видели в последний раз. Она разговаривала с неизвестной женщиной, после чего покинула аптеку и бесследно исчезла, незадолго до того, как пропала и была убита Бобби Джо. Лишь 2 дня спустя, 8 января, коллега Аннет позвонила в полицию и сообщила, что Шни не появилась на работе. Бобби Джо Оберхольцер и Аннет Шни никогда не были знакомы, но их связывало одно обстоятельство – они обе передвигались по Брэкенриджу и его окрестностям автостопом. По мнению старшей сестры Аннет, Карен Риссен, следователям стоит обратить пристальное внимание на этот факт.
«Зная, что она путешествовала автостопом, мы решили, что ее кто-то подобрал», — сказала Карен. «Надежда, что она жива, не покидает нас, хотя в глубине души каждый думает о другом, но мы не хотим об этом думать». Агент бюро расследований Джим Хартке, который занимался поиском убийцы Бобби Джо Оберхольцер, с самого начала предполагал, что его дело и исчезновение Аннет Шни связаны между собой. Вскоре ему предстояло в этом убедиться. Странное предчувствие. К удивлению Хартке, Джефф Оберхольцер, по-прежнему главный подозреваемый в убийстве своей жены, узнав об исчезновении еще одной девушки, сообщил властям, где, по его мнению, будет найдено тело Аннет. «У меня всю жизнь были разные предчувствия. Я сказал им, что ее найдут в 4 милях от моего дома 4 июля», — сообщил Оберхольцер. Предчувствие Джеффа оказалось настораживающе верным. Спустя полгода после исчезновения Аннет 3 июля 1982 года маленький мальчик наткнулся на ее тело во время рыбалки. Она лежала лицом вниз в ручье Сакраменто-Крик в 6 милях от дома Джеффа. Как и Бобби Джо, Аннет погибла от огнестрельного ранения. Убийца выстрелил ей в спину, и пуля прошла насквозь под углом 30 градусов. Это свидетельствовало о том, что перед смертью жертва была значительно ниже, стояла на коленях или бежала вниз по склону от того, кто стрелял. Хотя Аннет была полностью одета, агент Хартке, осмотрев ее одежду, сообщил, что девушку, вероятно, изнасиловали. На ее джинсах была сломана молния, а левый и правый ботинок были перепутаны. Судмедэкспертам эту версию подтвердить не удалось, поскольку тело пролежало в воде слишком долго. Однако во время вскрытия следствие получило настоящий ключ к разгадке этих двух смертей. «На ее левой ноге я заметил оранжевый носок», — сказал агент Хартке, и сразу вспомнил, что точно такой же был найден на вершине перевала Хузьер, очень близко к тому месту, где было обнаружено тело Бобби Джо Оберхольцер. Сомнений не оставалось. Девушек убил один и тот же человек. Впоследствии стало известно, что носки принадлежат Аннет. Их подарили ей родственники на минувшее Рождество. Детективы еще не знали имени преступника, но пытались восстановить хронологию событий. Они предположили, что Аннет Шни села в машину к незнакомцу, а в тот момент, когда на нее напали, она потеряла один из носков, после чего была убита. Через несколько часов на пассажирском сиденье оказалась Бобби Джо. Второй носок выпал из машины вместе с ней при попытке сбежать. Но вот что вводило всех в заблуждение, так это то, что в кармане куртки Аннет находилась визитная карточка с именем Джефф Оберхольцер. Настаивая на своей невиновности, Джефф рассказал полиции, что вспомнил, как подвозил Аннет в ноябре 1981 года и дал ей свою визитку. На тот момент он занимался ремонтом бытовой техники и активно искал клиентов. Однако любые попытки Джеффа создать себе алиби только усиливали подозрения следователей в его сторону. Тем не менее, он успешно прошел 2 проверки на полиграфе, а результаты анализа его крови и крови на перчатке жены не совпадали. Джефф не был арестован, и ему никогда не предъявляли обвинения в убийстве, но жизнь мужчины навсегда изменилась. Было очень больно находиться под подозрением не столько со стороны властей, сколько предстать перед судом общественного мнения. Люди не хотели, чтобы рядом с ними находился подозреваемый в убийстве. Прошло 40 лет, прежде чем настоящий преступник был найден. За это время полиция исследовала множество версий, но настоящий прорыв в деле случился, когда в начале 2020 года детектив округа Парк, сержант Венди Кипл, узнала о новых технологиях в области исследования ДНК. Она отправила образец, взятый с места убийства Бобби Джо, в компанию United Data Connect в Денвере. Специалисты сопоставили материал с образцами из общедоступной генеалогической базы данных. 9 января 2021 года мне позвонили работники компании и сказали, что у них есть для меня 2 имени. Одно из них оказалось тем самым, сказала Венди Кипл. Подозреваемые. Основными подозреваемыми в двойном убийстве стали 69-летний Алан Ли Филлипс и его старший брат Брюс Филлипс. Сначала детектив Венди Кипл допросила Брюса. Мужчина сказал ей, что никогда не жил в Колорадо, но там находился дом его брата Алана. В ходе дальнейшего расследования Кипл выяснила, что Алан жил недалеко от Брэкенриджа и ранее, в 1973 году, был арестован за нападение и кражу со взломом.
Для Кипл это стало тревожным сигналом, и она начала копать глубже, но ни в окружной прокуратуре, ни в суде никаких записей о деле 1973 года не было. Проявив настойчивость, Венди Кипл добралась до архива офиса шерифа. Она перерыла сотни коробок и ящиков с документами в архиве, который пережил пожар, уничтоживший многие записи, но наконец нашла то, что искала. В последнем шкафу с документами, в предпоследнем ящике, я вижу закладку с надписью «Алан Филлипс». «Вот оно», – рассказывала Кипл. Предыдущее нападение Алана Ли Филлипса. Пересматривая дело 1973 года, Кипл увидела, что почти за 10 лет до убийства Аннет и Бобби Джо Алан признался полиции, что напал на женщину, которая путешествовала автостопом. Он подобрал ее возле Брэкенриджа и отвез в Фэрплей. В какой-то момент он остановился у пустой хижины у дороги и силой вытащил пассажирку из своей машины. Затем он взял камень и несколько раз ударил жертву. Женщина смогла убедить Филлипса отпустить ее и позже сообщила о случившемся в полицию. За это преступление Филлипс отсидел в тюрьме всего лишь 6 месяцев. Кипл также обнаружила, что имя Филлипса фигурировало в деле о другом двойном убийстве, совершенном в 2005 году, когда в службу Crime Stoppers поступила информация о его розыске, но обвинение так и не было предъявлено. Наблюдение за Филлипсом. После этого в январе 2021 года правоохранительные органы начали слежку за Аланом Филлипсом. Им было необходимо получить образец ДНК предполагаемого преступника для более точного анализа между его материалом и кровью, оставленной на перчатке убитой Бобби Джо. Детективы полиции ждали, когда Алан вынесет мусор из своего дома, чтобы собрать с него биоматериал. Неизвестно, понимал ли преступник, что за ним следят, но в течение нескольких недель он не выходил из дома и ничего не выкидывал. Наконец, после 5 недель Филлипс вышел из дома и отправился в местную сеть быстрого питания. После этого он заехал на почту и там выкинул пакет с пищевыми отходами. Полиции удалось собрать образцы и сопоставить полученную ДНК слюны Филлипса с кровью, которая была на перчатке Бобби Джо. Спустя месяц, 24 февраля 2021 года, Филлипс был арестован. «Мне пришлось надеть на него наручники, и он был в шоке», – сказала Венди Кипл. Выражение его лица было просто бесценным. Филлипсу были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая убийство первой степени, похищение и нападение. Шериф округа Парк Том МакГроу назвал его арест кульминацией технологического прогресса, экстраординарной работы полиции и ее непоколебимого стремления к справедливости ради Бобби Джо, Аннет и их семей. «Арест Филлипса стал самым крупным делом в моей карьере», – сказала Венди Кипл. Она также отдала должное всем работникам полиции, которые вели расследование на протяжении многих лет. По словам Кипл, материалы дела о двойном убийстве в Брэкенридже состояли из 52 папок толщиной по 10 сантиметров. «Спасите наши души». Однако вскоре после ареста Алана Ли Филлипса полиция была шокирована еще одной удивительной деталью. Выяснилось, что в ночь на 6 января 1982 года, когда Филлипс убил 2 беззащитных девушек, власти округа занимались спасением самого преступника, когда его грузовик застрял в снегу во время снежной бури. Детали этого спасения заслуживают отдельной истории. Температура воздуха тогда опустилась до экстремальных минус 30 градусов, и мужчина, опасаясь за свою жизнь, стал подавать сигналы СОС с помощью азбуки Морзе и фар. Его машина так сильно провалилась в сугроб, что фары были направлены вверх. Этот сигнал заметили на борту пролетавшего мимо самолета. Экипаж передал координаты застрявшего водителя по радиосвязи диспетчеру офиса шерифа. Дэйв Монтоя, местный начальник пожарной охраны, отправился к перевалу, где застрял Филлипс. Он не знал, что встретит там своего старого знакомого, вместе с которым когда-то работал на местных шахтах. Когда он спросил Алана, что он здесь делает в такую погоду, то Филлипс сообщил, что сильно выпил и не хотел ехать по шоссе, поэтому поехал через перевал, где его не остановила бы полиция. В этот момент Дэйв Монтоя заметил у Филлипса на лице серьезный порез и спросил, что случилось. Но и здесь преступник быстро сориентировался и ответил, что получил травму в результате своей аварии. Лишь по прошествии 40 лет стало ясно, что эту травму нанесла Бобби Джо с помощью того самого латунного брелка, который сделал для нее муж. Именно эти отчаянные попытки Оберхольцер защититься и кровь Филлипса, которая осталась на ее перчатке, привели полицию к убийце. Когда Дэйву стало известно, что в ту ночь в его руках был преступник, он сказал:
Если бы я знал, я бы оставил его там умирать. Суд над Аланом Ли Филлипсом. 31 августа 2022 года в Фэрплэе, штат Колорадо, начался судебный процесс по делу Филлипса. В зале присутствовали семьи обеих погибших женщин. Родственники Аннет Шни проехали половину страны, чтобы, наконец, услышать справедливый приговор для того, кто навсегда отнял у них сестру и дочь. Мы хотели показать, что семья будет представлена, понимаете, чтобы присяжные увидели нас, все еще заинтересованных людей, сказала уже 50-летняя сестра Аннет Синди Френч. Ей было всего лишь 11, когда Аннет жестоко убили вдали от родного дома. Синди провела долгие годы, тоскуя по старшей сестре, которую так и не узнала до конца. И во время суда она чувствовала себя особенно уязвленно. Филлипс же во время слушания сидел спокойно, не проявляя каких-либо эмоций. Его защита сделала все возможное, чтобы выгородить Филлипса. Адвокаты поставили под сомнение результаты анализа ДНК и пытались возложить всю вину на Джеффа Оберхольцера, утверждая, что только он причастен к убийствам его жены Бобби Джо и Аннет Шни, которую он когда-то подвозил автостопом. «Они определенно хотели повесить преступление на меня, и это было очень болезненно», – прокомментировал Джефф. Семья Оберхольцер и Шни нервно ждали решения присяжных. Коллегии потребовалось почти 5 часов, чтобы вынести вердикт. Алан Филлипс виновен по 8 пунктам обвинения. 39 лет ада. Так 88-летняя мать Аннет Шни, Эйлин Франклин, описала свое ожидание справедливости. Она призналась, что уже и не надеялась, что узнает личность человека, убившего его дочь. «Я думала, что, может быть, я уйду до того, как дело будет закрыто», — сказала она. Шериф округа Парк Том Макгроу сказал: «Я не могу представить, какую боль и страдания испытывали их семьи на протяжении почти 4 десятилетий. Но они сохраняли надежду и непоколебимо стремились добиться справедливости для Бобби Джо и Аннет». 71-летний Алан Ли Филлипс был приговорен к 2 пожизненным заключениям и отбывал их в исправительном учреждении Арканзас-Вэлли в Колорадо. 27 февраля 2023 года он покончил с собой в своей тюремной камере. Как вы считаете, были ли эти убийства единственными в долгой жизни Алана Филлипса на свободе? И как муж Бобби так точно узнал место и время обнаружения тела второй жертвы? Свое мнение пишите в комментариях под видео.